Друзья, и снова приветствую вас на канале Разводня как хобби. Давно не было видео, пробежимся, посмотрим, какие изменения на разводне произошли. Ну, я вам об этом, конечно же, все расскажу. Ну, посмотрим вот на этот стеллаж. Здесь у меня практически уже нет нерестовиков с рыбкой. Кое-что, конечно, вот здесь есть. Здесь я пересадил маленьких меченосцев, которые были в ведре. И перебрал неона голубого, тоже его сюда отсадил, самых меленьких. Остальная рыбка разошлась по всем аквариумам. Ну, здесь у нас старички, без вопросов, живут. Десяток даже я продал. Здесь дальше у нас тернеция разноцветная. Кстати, с этого аквариума ушло 30 рыбок, но как бы там незаметно. Так, следующее на втором ярусе у нас, вернее на третьем, разноцветные тоже здесь тернеции. Тоже отсюда ушло 40 штук, как бы и незаметно. Здесь прошли небольшие изменения. Здесь я добавил гупиков, то есть всех маленьких нерестовиков, там их было в разных, они находились. Я их посадил в общий сюда, здесь больший объем, соответственно, они здесь будут лучше расти. Ну, они такие уже продажного размера. Так, в соседнем аквариуме у нас желтая и других цветов тернеция, тоже подростки. Отсюда ушло 20 штучек, но тоже незаметно. Ну, как бы, я думаю, здесь их штук 200, наверное, может чуть поменьше. Ну, да, они вот так и продолжают здесь находиться. Они, конечно, уже нужно их перебирать, потому что они уже есть и очень старенькие рыбки, то надо их убирать. Здесь и помоложе. Ну, здесь, как и были у нас малинезии не рожающие. И сюда я добавил несколько самочек и самцов гуппи для обновления крови. Значит, на втором ярусе неон. Тоже 50 рыбок отсюда продано. Но все равно их здесь еще много. Но это такой неон, который покрупнее. Значит, здесь, как вы знаете, у меня были самочки неона, производ. Ну, я сюда и пересадил самцов, потому что, когда перебирал рыбок, вот сюда посадил стайку молодого неона. Поэтому пришлось отсюда самцов убрать. Здесь также продолжают жить тернеции, преимущественно розовые, зеленые, желтые. Тоже отсюда 15 рыбок ушло. Ну, как бы это вообще ни о чем. Здесь без изменений. Производ. Как сидел, так и сидит. Здесь тоже чуть уменьшилось самов крапчатых. 15 отсюда уплыло. Ну, вернее, уехало. Но тоже их здесь еще достаточно. Думаю, сотня, наверное, есть. Может, чуть больше. Так, здесь Данио. Немного меченосцев хорошеньких таких, разнобойных. Ну и в этом аквариуме у нас тернеция, оранжевая, желтая, чуть красной и гупики. Тоже их нужно отсюда переселять уже в больший объем. Этот аквариум освобождать от мальков. Вот нравится мне наблюдать за сомиками крабчиками. Они такие, ну вот такая стайная рыбка. Вот где-то один что-то нашел, какую-то живность. Все, сигнал, и все они находятся в одном месте и обрабатывают эту пищу. Красивая такая стайная рыбка. В травнике особо красиво смотрится. Ну и неоны то же самое. Вот неоны, вот здесь они вроде бы как цвет у них есть, красный, синий там видно. Но если рыбка попадает, как только она попадает в аквариум с растительностью, у нее сразу цвет меняется. А если стайка еще 15-20 особей, вообще красота просто. То
То есть, когда растительный аквариум, рыбка совсем по-другому свой окрас приобретает. Вот тоже даже посмотреть, если на меченосцев, например. Вот меченосцы, вроде бы красная рыбка с черным и так далее. Но если она находится с растениями и когда есть грунт, у нее вообще такой более насыщенный получается цвет. То есть намного красивее рыбка смотрится, когда она в растительном аквариуме находится. И анциструсы совсем по-другому себя ведут, когда есть на дне грунт и когда есть какие-то водоросли. Но с ними нужно аккуратно, потому что, например, валиснерии у меня в общем в большом аквариуме, они, конечно, ее ломают. Может, они даже ее и едят, не знаю, но она портится от их присутствия. Друзья, ну что, вот такой небольшой обзор. Кому понравилось, лайк, кому нет, палец вниз, комментарии от вас. Делитесь с друзьями этим видео. До встречи на канале Разводня как хобби. Пока!